Привет! Бренд Redmi представил новый смартфон среднего класса Note 12 Turbo. Это один из первых телефонов на новом чипсете Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. А еще у девайса тонкие рамки и есть версия 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт постоянной памяти, что является редкостью в данном ценовом сегменте. А цена, кстати, очень привлекательная. Да что тут говорить, я и сам хочу уже этот телефон. Но давайте рассмотрим новинку подробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали! Что касается технических характеристик, то дисплей 6,67 дюймов OLED Full HD+, 120 Гц, 1000 нит, HDR10+, поддерживает. Процессор 8-ядерный, как я уже сказал, Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, памяти 8, 12 или 16 гигабайт на выбор, а также 256, 512 или 1 терабайт постоянной UFC 3.1. Батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт. Работает на Android 13, оболочка MIUI 14. Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G и 3,5 мм вход имеется. Все как положено. Основная камера получила поддержку оптической стабилизации изображения, а также технологию InSensor Zoom и Xiaomi Imaging Brain 2.0. Динамики тут с сертификацией Hi-Res и Dolby Atmos. Внутри стоит линейный вибромотор. По заявлениям Redmi, смартфон на одной зарядке способен прожить около 1,5 дней. Неплохое заявление. Еще в плюсы устройства можно записать рамки экрана, которые уже чем в iPhone 14. Толщина корпуса составляет 7,9 мм, что тоже привлекательно. Весит телефон всего лишь 181 грамм. На презентации много времени уделили игровым возможностям смартфона. Если вкратце, все должно работать быстро и стабильно, но тем более учитывая этот процессор. Что по стоимости? Цены начинаются от 2000 юаней, это 22 300 рублей, на родине, конечно, в Китае за версию 8256, и достигают 2800 юаней, это 31 тысяча рублей, за версию 16 и 1 терабайт постоянный. Ждем адекватных цен с AliExpress. Напишите, как вам новинка. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую самые выгодные цены с AliExpress и Яндекс.Маркета. Впереди много интересных новостей и обзоров. До завтра.